Ребят, я вас всех приветствую. Те, кто присоединяется к эфиру, как всегда, прошу вас написать по поводу качества звука и видео. Сегодня у нас расклад на довольно-таки, знаете, с одной стороны глобальная тема, да, а с другой стороны посмотрим лично подсказки, скорее всего, для себя. То есть глобально копать, конечно, в общих раскладах такую тематику не совсем корректно. Но и тем не менее, хотя бы общие моменты, я думаю, мы затронем. Всем добрый вечер, кто к нам присоединяется. Итак, ребят, прежде чем начать, пока я буду подготавливать карты к нескольким вариантам, я хочу сказать то, что забыла сказать вчера на своем втором канале во время прямого эфира и ритуала. Глядите, на вчерашний эфир сюжет 233 делаю акцию. Тоже для кого актуально, пожалуйста, присоединяйтесь. Оставляйте комментарии. И как уже мы проводили ранее эти все вещи, рандомно потом я выберу победителя на личный расклад. Но расклад будет не объемным. Я вам запишу ролик по поводу победителя прошлой акции. Все прошло замечательно. Единственный момент, я решила не выкладывать этот ролик. Почему? Потому что все как бы и видели, кто выиграл, да, и, ну, были такие вещи, которые нужно было знать только этому человеку. Давайте скажу так. Так. Сейчас я определюсь, сколько будет вариантов. 4. Будет 4 варианта. Вот так вот. Так что, кому интересно поучаствовать, пожалуйста, переходите на мой второй канал. Ролик, сюжет номер 233. Я там еще впереди звездочка его отметила. Оставляйте любой комментарий. Неделю я как раз до следующих выходных дам времени. Ну и потом все как обычно. Всем добрый вечер. А сегодня посмотрим, кто вы в новом разделении мира. Давайте так, слишком, опять же таки, повторюсь, глобально я копать не буду, да, такие моменты. Ну вот что покажут, то и, естественно, буду озвучивать. Возможно, сейчас посмотрим, какие энергии для вас актуальны или в каких бы энергиях вы себя более комфортно чувствовали. Что вам нужно знать? Возможно, какие-то предупреждения. На некоторых колодах я еще буду уточнять. Итак, даю вам еще несколько секунд. Определяйтесь, кому что нравится. Так, ребят, будем идти по порядку. Переходим к первому варианту. Кто вы в новом разделении мира? Отлично у вас пойдет работа с амулетами-талисманами. Вы получите ключи от ранее закрытых дверей вашей жизни. То есть желанные результаты будут у вас в руках. Магия ваша будет работать.
вы будете проходить определенные препятствия, возможно, которые ранее не получалось у вас пройти, преодолеть. И здесь еще какие-то трансформации с физическим телом у вас могут происходить. Судя по этим картам, ребят, для кого актуально, можете забеременеть. Ну а там дальше у каждого свое. То есть в любом случае изменения будут в положительную сторону. Здесь вам будут фамильяры помогать. Но помните, что всем угодить не получится. Это просто нереально. В какую бы вы сторону не определили свое движение, вот учитывайте эти моменты. Вам нужно оставаться самим собой всегда и везде. Для кого актуально, у вас очень хорошо пойдет работа с Таро. С картами Таро. Ну или не или, а и целеустремленность, пожалуйста, вам в помощь. Но помните, знаете что? Вам нужно четко знать, кем вы хотите быть, и быть этим человеком. И не осуществляйте ничего против собственной сущности, против своей сути. Давайте вот так вот лучше. Сейчас я уточню вот эти моменты. Здесь у вас будет настройка, именно настройка общения с вашей родовой системой. Для кого-то актуально, понимаете, вот у вас перемена места. Это начиная от смены места работы, жилья, да, до того, что вы поменяете страну. Либо здесь, знаете, частое передвижения через границы идут. У вас в любом случае будет духовное возрождение. Насчет границ, смотрите, это не только между странами. Границы бывают разные, особенно энергетические. У вас идет посвящение, обновление. И причем это связано с вашим внутренним состоянием. То есть у вас внутреннее ваше состояние полностью гармонизируется в тех аспектах, которые до этого момента пребывали в какой-то... Короче говоря, там нужно было навести порядок. Так. И здесь знаете что? Я вам хочу сказать, что то, что с вами будет происходить, в этом есть заслуга, в первую очередь, ваших родителей. Они вам передали нечто такое, что вам сейчас помогает войти в сотрудничество с родовой системой. Для кого-то это родители, для кого-то это могут быть бабушки и дедушки, но там пара идет, мужчина и женщина. Так. И все равно, понимаете, вот насчет гармонии внутренней, это одно, у вас еще что-то, возможно, вы дом приобретете. Вот, если не дом, там, допустим, жилье, даже если оно будет съемное, у вас, как пример, будет прекрасный вид из окна, который вас будет наполнять и вдохновлять. Понимаете, вы будете чувствовать себя там вот просто идеально.
Здесь у вас защита будет простраиваться, будете обучаться именно этому, как себя защищать от людей, которые несут к вам в пространство определенные вещи, но всегда со скрытым умыслом. Тут получение новых фамильяров, защитников, духов, помощников. С новыми силами будете работать. По первому варианту. И давайте я посмотрю, на что вам стоит обратить внимание. Кроме этого всего. Как себя поддержать, что ли, да, для достижения вот этих всех моментов. У вас идет трансформация, идут обновления. Здесь вот вы явно начнете куда-то, слушайте, то же, что я и говорила ранее, у вас будут частые передвижения. Знаете, вот по физическому миру, да, это передвижение по странам, сказал бы обычный таролог. Но я вижу здесь, вы часто пересекаете границы энергетические. У каждого места, у каждого пространства есть свои границы. Так вот, вы очень часто начнете ездить по определенным местам. Куда, для чего, у каждого из вас свои цели. Кто по работе, возможно, это будет ваша любимая работа, кто просто для себя попутешествовать. Ну, а кто будет ездить по очень интересным местам силы, причем разнообразным. Если вы это не планируете, то вам это следует планировать и на это обратить внимание. В любом случае, даже если вы не в эзотерике, не в магии, путешествия никогда не идут в минус. И все вы это прекрасно знаете. Вот такой вот у нас был первый вариант. У вас замечательно все по первому варианту. Просто очень хорошо. Итак, второй вариант. Всем здравствуйте. Ваша задача, ребят, выйти из-под магических воздействий на вашу психику. Вы должны развить в себе толерантность абсолютно к любым энергиям. К темным, к светлым. И здесь вот эти моменты с ловушками, с хитросплетениями, одурачиваниями, когда поднимали ваши теневые качества и темные энергии, да, там через страх провокации были, вот это все будет завершаться. Почему? Потому что вы здесь получаете хорошую защиту. У вас будет переход в иные измерения. Вы, несмотря на вот эти все воздействия на вас, смогли накопить энергию. И плюс у вас есть покровитель. И вы получаете от него информацию. Кстати, он же вам приносит уверенность, во-первых. Во-вторых, триумф от ваших работ и дает энергию. Но и здесь не перегибайте, знаете, с каким моментом? Вы не в ответе за другие души. И всегда говорите так, как есть и как думаете. Не нужно кого-то жалеть, что-то там приукрашать.
Ваши недоброжелатели будут получать отомщение, скорее всего, за то, что влияли на вас и как влияли. Здесь оморочки, мороки, вас в иллюзии какие-то вкидывали, обманывали. Здесь как будто от вас отражали ваши мечты. Делились, возможно, не с теми людьми, а своими планами, своими позициями и взглядами на будущее, свое же. Да, ребят, смотрите, здесь насчет любятины вашего сердца. Любятина — это не обязательно партнер. Это могут быть и друзья, и родственники. Отношения с определенными людьми будут завершаться, причем они будут получать по голове. Здесь люди, которые вами манипулировали. И знаете, как манипулировали? Как пример. Допустим, вы беседуете с подругой, она говорит какую-то там фразу. Проходит время, при третьих лицах она вот головой об пол, блядь, бьется и доказывает: нет, я этого не говорила. Соответственно, вы уже среди других людей просто-напросто выглядите некомпетентно. Понимаете, да, о чем я? Вот это вот примерно такого же цирка картина у вас происходить могла. И эти люди за вашей спиной очень много чего о вас говорили. Здесь деградация, понимаете, вы идете выше, а люди остаются там, где им удобно оставаться. И они будут за это еще и наказаны. И наказаны высшими энергиями. Здесь, начиная от таких, знаете, лайтовых моментов, где вас кинули на денежку, сдачу неправильно дали, и заканчивая жесткими подставами, когда вкидывали в треугольники и тому подобное. Да, вы кого-то слишком опекали, друзья мои, товарищи. Этим людям шло благополучие, а вот от вас оно было отзеркалено. Если, опять же таки, у каждого из вас индивидуальная ситуация, но в общем контексте могу сказать следующее. Помните, говорила, ваши мечты отзеркаливали. Делитесь с кем-то, они перехватывают идею, быстренько это подминают под себя, выдают за свое и якобы там кое-как, сикось-накось, снова платили. Но факт того, что идея ваша. Понимаете? А выдавалось за свое. Слишком вы опекали. Этому человеку или этим людям было очень даже таки удобно, комфортно и в благополучии. Кого-то могли жалеть, знаете, кому-то там что-то не договаривать, чтобы не обидеть человека. Вот в таком аспекте слишком кого-то опекали. Все. Тут уже хотите вы, не хотите, опять же таки, это общий расклад. Коль вы уже понимаете, кто это и кому пора выдвинуться прочь из вашего пространства, окей. Если же не понимаете, ну, вам принудительно эти отношения просто будут, вас будут растягивать силы в разные стороны, дабы вы больше не тратили на этих персонажей свою энергию. Тут вам нужно будет принять решение. Возможно, с этими людьми вы приятно проводили время в компании, но понимаете как? С этими людьми, вот они у вас есть, а вас у них не было. То есть вы как бы и в компании, да, или там, я не знаю, с кем и где. Но вы прекрасно осознаете и чувствуете нутром, что вы одиноки. Вот здесь вы будете принимать решения, ребят.
чтобы уйти от вот этой вот нищеты духовной. Здесь, кстати, могли позычать кому-то деньги, и вам, ну, не отдают, ой, нет, ой, там попозже и тому подобное. Если не позычать, то здесь я вам хочу сказать так: вы вкладывались в человека больше, чем он вкладывался в вас. Вот так второй вариант. Кто вы в энергиях нового мира? Вы должны сейчас будете учиться отстаивать свое пространство. Первый вариант качает интуицию свою, знакомиться с помощниками и тому подобное. Третий вариант. Третий вариант у нас работает активно по ритуалике. Здесь люди будут входить в свою власть, вам она будет передана. Ваши желания будут материализовываться. Для кого актуально, поработайте с домовым, знакомьтесь с ним, если кто еще не знаком. Создавайте почаще священное пространство, не только в вашем доме. Понимаете, вот здесь вот карта алтарь выпадает. Обычно ее трактуют слишком банально. Мол, создание своего алтаря и тому подобное. Ребятушки, да, но алтарь можно создать когда угодно, где угодно и с чем угодно. Здесь работа с родом, заклинания хорошо пойдут, но помните, что всему свое время. У вас есть какой-то план, который еще не совсем скоро будет реализован. То есть не торопите события Вселенной. И не помогайте людям, знаете, когда? Когда ваша помощь будет им мешать развиваться самим. Особенно в магии. У вас будет множество возможностей и выбора. Ну и какие-то искушения будете проходить. Все время двигайтесь к своей цели. Неважно, что она не осуществляется так быстро, как вы хотите. Вы просто к ней идите, вы поймете потом, зачем, к чему и для чего вот это все время вам. Почему так растянуто было, понимаете? Так, сила, власть, какая-то структура. Сейчас будем смотреть. И здесь, знаете, вы много чего оставили позади себя. И здесь и какие-то ограничения и отступления. Смотрите, здесь такие моменты могут проходить. Возможно, вам пришлось уйти из одного бизнеса и начинаете выстраивать абсолютно новый. Возможно, вы вообще ушли из семьи, то есть там расходитесь, либо разойдетесь. Но здесь по факту вы уже это оставили. Либо же здесь решились вопросы с тем же наследством, с дележкой имущества, да, с какими-то вот этими моментами, где делились семейные ценности, блага и те же деньги. Также здесь вам перекрывали это все через мир мертвых. Вот от этого вы будете уходить. Это все уже за вашей спиной, оно ушло. Возможно, если еще есть какие-то остаточные моменты, то вот это все будет закрываться. Да, здесь ожидайте подарка, какого-то наследства. И наследство не обязательно в материальном плане. Но то, что у вас есть, понимаете, никто у вас не отберет.
Есть некая стабильность и будет некая стабильность. Для кого-то это приобретение недвижимости, а для кого-то это определенный дар, который, возможно, вам ранее закрывали. Теперь уже это не получится у ваших недругов. Провернуть это все снова. Так. Здесь какой-то лжец. Слушайте, здесь слишком много каких-то советников у вас. Прям делай вот так вот лучше, а вот здесь вот написано, значит так и надо. Что-то вот в этом роде. И вы разочарованы. Здесь лжец, какой-то человек, который слишком много вам давал наставлений. И с бумагами связано, девочки и мальчики. Здесь завязка именно с бумажными делами. Может, у вас работа с этим связана. Опять же таки, расклад общий. Смотрите, кому что. Разочарования будут у вас. Но они и уже как бы есть. И еще момент. Здесь какой-то человек лжет вам. Для того, чтобы вы не получили вот эту 4 пентаклей. Но тут по этой колоде она не совсем означает то, что в стандартном таро. Хотят, чтобы вы разочаровались в том, какие подарки к вам идут по судьбе. Вот. Вам, видимо, от этого нужно отходить и идти туда. Здесь даже карта мага выпала. Для кого это магия, для кого-то это свое новое дело. Ух ты. Здесь работа с абсолютом, ребята. Вы будете сами творцом своей судьбы, реальности и тем более будущего. Тяжело будет. Во-первых, от какой-то ноши будете избавляться однозначно, но будет тяжело. Попервой. И нужно проявить терпение. Для того, чтобы войти в собственную независимость, ребятки. А для кого-то здесь, знаете, какой аспект проходит? А независимость, для кого-то это денежная независимость, материальная, да, и, допустим, свое жилье, как пример, да, стать независимыми там от каких-то обстоятельств извне, могут и родителям быть, и тому подобное. Здесь я еще хочу сказать такой момент. Вашу энергию как будто бы рассеивают, то есть постоянно бьют по энергополю, для того, чтобы вы не собрали достаточное количество, чтобы войти в эту независимость, когда на вас не будет влиять мнение вот того лжеца, вот того человека. Понимаете? Здесь вот еще что проходит. Вот фраза прям: вот надо сделать вот так, и вот подожди, посиди, подожди, все будет. Сиди, жди. Вы хотите действовать, а вам подожди, остановись, подожди, не торопись. Вот такая вот какая-то белиберда. И вот вы здесь должны, да, будет тяжело выйти из-под влияния такого манипулятора, но вы все равно туда будете стремиться. Ну, а коль не будете, вас будут туда выкидывать более жестко. И вот у вас будет отличная проработка своей энергетики, когда на вас не смогут повлиять. Здесь вам в помощь прямота. И знаете, что делаете все резко. Не плавно, запланировано, чтобы кто-то знал о ваших планах. Нет, резко сорвались и действуете. Аффирмациями работайте, это вам поможет. По третьему варианту. Итак, вариант номер 4. Кто вы?
Здесь договора с высшими энергиями, работа с рунами. Здесь может проходить также еще мужчина, который вас вкидывал в состояние жертвы. Тоже рунами работал по вам. Вы прошли свой урок. Вот теперь задайтесь вопросом, для чего это вам было дано. Вот это самопожертвование какое-то. Понимаете, отдавая мы приобретаем, но не слишком ли вы много отдали и не получили в ответ? Если же по работе с богами, вот магия рун хорошо пойдет, особенно с Одиным. Дальше, думаю, те, кто в потоке, вы разовьете по этой карте, с кем здесь сотрудничать еще можно. Для кого-то потомственная магия будет открываться, то есть из недр выходить, и вам это будет передано каким-то... Кстати, здесь передача знаний от кого-то может вам быть. Может, не знаю, там бабушка, прабабушка будет уходить в мир иной, либо еще кто-то, и вам как будто бы передадут. Здесь такой вариант присутствует. Вам нужно менять свое сознание, свои взгляды, и тогда ваши страхи от вас будут уходить. И знаете, что еще, ребятушки? Не осуждайте разнообразие, как в магии, так и в сексуальных предпочтениях других людей, в политических взглядах, религиозных взглядах. Вам надо выйти из-под этого. Если имеются такие какие-то у вас аспекты, да, это из области, ну, так сказать, момент юмора будет. Я не люблю две вещи в мире, да, расизм и негров. Вот здесь что-то такое. Не обязательно именно в этом аспекте. Где-то у вас есть прям, знаете, такое рьяное сопротивление чему-то. Ну, допустим, там истинная религия, это там ислам, к примеру, да, или там христианство и тому подобное. Есть же люди, которые вот это все вдвигают. Будьте осторожны. Ищите спасение, вам оно придет. Вы будете реализовываться и получать дары от вот этих высоких энергий. Здесь предки духи рода вам будут помогать. Действуйте уверенно, но и рассудительно в то же время. Успех будет, все классно. Особенно работы на... Да на много чего здесь работы пойдут для вас хорошо. Причем, знаете, что я вам хочу сказать по четвертому варианту? Вы закладку в прошлом году сделали, в 2020 году что-то вы предприняли, и оно как запустилось, ну, раскручиваться начало. Переезд возможен, путешествие, либо начало нового чего-то. Ой, здесь точно путешествия, поездки, переезд. Перелеты, перемены. Опять же, карта, которая подтверждает то, что я сказала. Ребята, сочетание несочетаемого тоже возможно. Ну, это понимаете, как вот если вот уж очень конкретно объяснить, вот, мол, те, у кого белая кожа, да, это чистые там, а те, кто мулаты, тем более с темным цветом кожи, это все вообще как бы отбросы общества. Просто пример. Но у вас есть какой-то жесткочайший затык в каком-то аспекте. Вас будут... Вам эти силы покажут, что на самом деле
немножечко не так, как ты думаешь. Вы, понимаете, вас уравнивать будет вот эта энергия высшая. Где-то у вас внутренний конфликт есть, вот там вот и будете прорабатывать себя. Здесь еще вторым потоком идут низкочастотные, то я вам хочу сказать, что здесь высшая энергия будет тоже учить. Примерно теми же способами, которыми я сказала, просто в состояние жертвы человек впадет. Почему? Потому что здесь по Таро Веретника идет карта предков, высшего суда и неупокоенная душа. Те, кто повышают свои вибрации, соответственно, будут работать через... Ну, короче говоря, вам будут помогать неупокоенные. Будете учиться с ними сотрудничать. Опять же таки, все дуально. Помните, я вам говорила, будете уравновешивать свои внутренние затыки, свое понимание чего-то, мол, только хорошо или только плохо. Понимаете, вот эти аспекты. Не бывает. Точнее, неинтересно так. Когда либо белое, либо черное, всегда можно сочетать это. Вас будут этому учить. Но корректно. То есть... Так, для тех, кто себя вверх вытягивает, то есть не занимался ничем таким, чтобы влияло на волеизъявление других людей, ваши враги будут отхватывать. Но низкочастотные личности будут проходить искушения через неупокоенных, и это по высшему суду предки духи рода отодвигаются от человека полным ходом, и здесь становится высший суд и подключают неупокоенные души. Сразу пойдут искушения, дальше смотреть не буду. Сегодня у нас не об этом. Давайте по четвертому варианту еще я посмотрю, на что вам обратить внимание. Для осознанных. Вот, ну, подарки будут от высших сил. Ух ты, ребят, отличные подарки. 2 туза, туз кубков, туз пентаклей. И император. И здесь выпадает мужская ипостась божества. Ребят, знаете, здесь в самом лучшем аспекте вы станете свободны от каких бы то ни было, да, клише общества. Но определенные какие-то ваши вот эти крамолы там переданы через воспитание от родителей, либо по вашему там роду, да, по вашей семье, вот так было положено, вот так вот все делали, вот так вот правильно. Здесь это все будет рушиться. Что-то, да, что-то разрушится, но это во благо. Вы как будто освободите свой разум. Вот так вот. С чем я всех и поздравляю. В принципе, все 4 варианта довольно-таки интересные получились. Напишите, пожалуйста, мне, как у кого отыгралось это все. Насколько для вас актуально. Ребят, всем во благо. По поводу акции я еще раз повторю. На моем втором канале сюжет 233. Оставляйте комментарии. Проведу розыгрыш через неделю, как и делала ранее. Победитель получит личный расклад. Сразу говорю, вопросов будет немного.
Вот. И еще такой момент. Вы должны будете мне предоставить доказательства того, что именно с вашего аккаунта был оставлен этот комментарий. Каким образом, я там покажу вам, там ничего сложного нет, собственно говоря. Для тех, кто ничего как бы нигде не хитрожопят, да, то для вас это труда никакого не составит. Так. Замечательно. Да, ребят, может быть такое, что какой-то вариант, что происходит, а перспективы, допустим, вы понимаете по энергиям, что это ваше, значит, два варианта должно вам зайти, вы просто услышите, что по ним передается, какие подсказки, и, собственно говоря, ими пользуйтесь. Здесь какой-то товарищ потерпит разочарование, которое на вас воздействовал. Хорошие мои, я с вами буду прощаться. Осознанным всем добра этого мира и приятных вам выходных. Всем пока-пока.